Друзья, всем привет! На дворе у нас середина сентября, машина ведет себя окей, уже у нас порядка 12 тысяч пробега. И сегодня я вам хочу рассказать свою историю обращения к дилеру по гарантии. Как это происходит вообще, весь процесс и из-за чего все это дело произошло. Поехали! Значит, владеем машиной уже 9-й месяц. Повторюсь, машина ведет себя абсолютно отлично. Никаких нареканий по технической и электрической части. Все круто, все в порядке. Но обнаружился один небольшой изъян. Причем, скажу честно, я пересмотрел свои ролики, которые я снимал и при покупке машины, и уже во время эксплуатации, и он там уже был. Но заметил я его только реально спустя 9 месяцев эксплуатации машины. Значит, что вообще произошло? Едем мы как-то недавно из гостей на своей машине. Я сижу на пассажирском сидении и обнаружил, что у меня там, где магнитола, отошла вот эта вот панелька. Если вот эта панель здесь стоит, как видите, идеально ровно по шву, то вот эта панелька немного отошла. Здесь имеется зазор. Не знаю, видно будет на солнце или нет, вот здесь вот между мультимедией. И все это дело вот так вот немножко пошатывается. Но обратно она не защелкивается. То есть я ее давлю, а она отходит обратно. И эта фишка у меня была, оказывается, реально с момента покупки машины. С места водителя этого реально не видно, а с места пассажира, когда вот так вот смотришь, здесь вот эта вот щель, все вот это дело видно. То есть вот эта вот панелька не защелкнута. В один из дней я заехал к своему дилеру, обслуживаю я машину и покупал в Атланте Боровая. Говорю, так и так, есть проблема, отвалилась часть панели. Ну как отвалилась? Просто отошла. Честно, не очень мне понравилась реакция сразу сервисмена. Он, ой, надо записываться туда-сюда, но я его все равно вытянул на улицу, показал, что произошло. После чего меня записали на 4 октября приехать еще раз все это дело показать. Я приеду еще раз все это дело покажу и посмотрим, что же произойдет дальше. Как я уже неоднократно рассказывал в своих видеороликах, машина у меня абсолютно стоковая. Здесь стоит прошивка стандартная, ничего не шилось, не прошивалось, пока нужды нет, но уже, если честно, мысли появляются. Посмотрим, может в дальнейшем я сюда все-таки накачу навигатор. Да даже если шить ее, то панельки-то здесь разбирать не надо. Здесь на вот эту вот мультимедиа с этой прошивкой уже ставится приложение просто так, через флешечку, если что. Поэтому разборка здесь никакая не нужна. Значит, это просто огрехи сборки самого автомобиля. Ну, посмотрим, исправят, заменят, защелкнут. Я пальчиком ткнул, ничего на место не защелкнулось. Честно, ломать не хочется. Какие-то дополнительные действия сдирать и обратно вставлять тоже не хочется. Действительно, вдруг поломаю. Пускай разбирается дилер. К дилеру поедем 4 октября. Ну, дальше продолжим после 4. Посмотрим, что произойдет. Вот, кстати, еще интересная такая штука. Сработала система ТМПС, которая отвечает за давление в колесах. Была погодка у нас жаркая, было примерно плюс 20-25, и резко стало плюс 6. И вот прыгнул в машинку, как видите, сбоку отображается желтенькое колесико о том, что система говорит неполадок. Показывает, какое колесо спущено, показывает давление. В принципе, везде упало просто до почти 0,2 с 2,2, поэтому немножко подкачиваем и едем дальше. Система предупреждения работает, и это очень здорово. Причем показывает конкретно, на какое колесо она жалуется, и само давление. Поэтому очень информативно. Итак, наступил долгожданный день прибытия на ремонт в Атланте. И сейчас пойдем оформимся, обозначим проблемку и посмотрим, что нам скажет в этот раз гарантийный сервис. По приходу машинку достаточно быстро оформили и отправили в сервисную зону. А я пошел попивать кофе в зону ожидания. И хочу сказать, что здесь достаточно уютно и комфортно. Тепленько, с кофе, с зарядкой для телефона. В общем, сидим и ждем. Ну вот, не прошло и часа. Нам все исправили.
как сказал гарантийный мастер, накладочку эту отщелкнули, поменяли клипсу и защелкнули обратно. То есть что-то было изначально с клипсой. Теперь никаких зазоров, все четко, все красиво установлено. Без лишних споров, без каких-то перереканий, все очень четко, красиво сделали. Специалистам огромное спасибо. Будем ездить дальше и радоваться своей машинке. Кстати, еще момент. Как-то в начале года я рассказывал про вопрос с обогревом сидений, что когда на улице очень-очень холодно и, допустим, машина долго постоит, то при заводке машины, если она завелась конкретно с обычного стартера, а не со стартер-генератора, напомню, у меня гибрид, то не всегда включается обогрев передних сидений. На что мне гарантийщики сказали, да, действительно такая фишка есть. Как я и думал, сделано это специально для того, чтобы бортовая сеть автомобиля не уходила в очень сильную нагрузку, а заряжала разряженный аккум, если таковой был. Думал, может быть, еще вопрос будет конкретно из-за прошивки. Ведь, напомню, у меня прошивочка версии 86. Такая прошивка еще обычно у многих вызывала проблемы с камерами кругового обзора, но у меня, слава богу, с этим вопросов никаких нет. Камеры кругового обзора работают на ура. То есть эта проблема, видно, мою партию машин миновала. И я хотел попросить обновиться до последней 93-й, просто так, как говорится, чтобы было. На что мне, опять же, гарантийщики сказали, что просто так у нас ничего не обновляют только при предъявлении претензий при проблеме. И бывали случаи, что когда 86-ю поднимали до 93-й, ГУ окирпичивалась. Поэтому так просто они тоже ничего не шьют. Вот, имейте в виду, могут быть такие вот интересные нюансы. Хотел еще пойти посидеть, поиграться с новым Акаванго, но, к сожалению, машинка уехала на тест-драйв. А в салоне в шоуруме она здесь представлена не была. Было бы очень интересно тоже посидеть, посмотреть, как там и что там. В новом Атласе я уже рассказывал, что тоже походил, посидел, посмотрел. И, если честно, мне там не сильно понравилось. Машина внешне, конечно, космос, но внутри абсолютно все глянцевые панели, и это, честно, меня отворачивает. У нас глянец вот только здесь, совсем немножко. Все остальное более-менее обычный классический автомобиль. Здесь кожаные подлокотники с матовым пластиком. Здесь матовые кнопки. Какой-то аквапринт идет. Ну, то есть такого глянца минимально. Там же глянцевое все. И вот представляете, все это, абсолютно все вот это глянцевое, все оно, наверное, будет очень жестко пачкаться. Я больше приверженец такого классического интерьера. Но, опять же, на вкус и цвет. Ну что, как-то так, дорогие друзья. Кому видео было полезно, ставим лайки, подписываемся на канал, заглядываем в описание, а мы продолжаем. Всем пока!